Всем привет! Или же доброе утро, добрый день или добрый вечер. Независимо от того, в каком часовом поясе вы меня сейчас смотрите, вы, скорее всего, русскоговорящий человек, так как на текущий момент многие мои видео в основном будут иметь русскую озвучку, а у меня нет возможности добавить аудиодорожку. Однако я стараюсь все свои видео публиковать с субтитрами на английском языке. И сегодня мне с вами хотелось бы поговорить на такую тему, как блокировка YouTube на территории РФ. Все-таки важно понимать, что данный видеоролик я записываю в лайв-режиме, поэтому, скорее всего, вы на фоне не увидите какого-то важного или интересного монтажа. Но я буду стараться сопровождать данный видеоролик какими-то статьями, скриншотами, комментариями или чем-то подобным. И сегодня я бы хотел бы поговорить на эту тему достаточно серьезно. Ведь все-таки в 21 веке, в 2024 году, когда мы имеем не самый свободный интернет на текущий момент, причем не только в Российской Федерации, когда шаг за шагом во многих странах, будь то там демократия или диктатура, мы сталкиваемся с такой проблемой, как ограничение по посещению каких-то определенных сайтов или ресурсов. Допустим, для примера, довольно долгое время в Казахстане был заблокирован такой ресурс, как World Web Archive. Почти 10 лет или около того. И как бы всегда был такой странный вопрос, мол, зачем блокировать достаточно полезный ресурс, который позволяет смотреть историю тех или иных сайтов за счет того, что какие-то пользователи сделали снапшоты этих сайтов лет 5-10 назад, и тем самым посмотреть, как менялся дизайн сайта или его элементы. Ну, или же эти снапшоты зачастую доставались из огромного суперкомпьютера Амазона, который в себе хранил почти весь интернет. И при этом всем, то есть такой простой сайт с таким простым функционалом был заблокирован в этой стране. Или другой пример, когда на территории Турции буквально совсем недавно заблокировали Roblox зачем-то. И у меня появляется вопрос, как бы зачастую ресурсы блокируют, чтобы людей ограничить от какого-то потенциально опасного контента. Соответственно, вопрос, какой потенциально опасный контент мог быть в Роблоксе? Ну, или если локализовать, в турецком Роблоксе. Как бы, понимаете, просто во многом блокировки каких-то определенных ресурсов и правда нужны. Потому что интернет лет 20 назад, а то и 30, без модерации, без каких-то проверок со стороны государства был правда опасным местом. Можно было встретить большое количество каких-то стриминговых площадок или интернет-ресурсов, где публиковались достаточно неприятные, страшные видео, о темах которых я не хочу говорить. Но там зачастую что-то происходило с людьми не самое приятное, и зачастую это все публиковалось без цензуры или для распространения каких-то экстремистских идей или идей, которые могут быть опасны для других людей. И все же во многом, по крайней мере раньше, многие такие ограничения, включая блокировки, существовали, чтобы просто обезопасить интернет, в первую очередь для детей, а во-вторых, обезопасить его просто для людей, которые хотят найти какую-то информацию. Но такие блокировки со временем стали какой-то превентивной или цензурной мерой для многих государств, чтобы ограничить людей от какой-то правдивой информации. Как пример, блокировка Википедии в Турции. Да, вы не ослышались, Википедию блокировали в целой большой стране. Конечно, блокировки продлились, насколько я помню, недолго, однако причиной блокировки было то, что в статье про Раджепа Таyyипа Эрдогана, действующего и по сей день президента Турции, было написано, что он диктатор. И за это решили заблокировать не какую-то конкретную страницу Википедии, а всю Википедию на территории Турции. Помимо этого, мы получали достаточно абсурдные попытки блокировки каких-то определенных сайтов или мессенджеров, как на территории СНГ, так и на территории Южной Америки, Азии,
даже в том числе Европы. На текущий момент я делаю серию своих роликов о том, для чего был создан YouTube, и какое-то время в Европе пытались согласовать такой закон, как артикль 13, который мог бы ограничивать людей в создании контента, допустим, тех же ремиксов или каких-то обзоров на игр, и мог достаточно серьезно повлиять на YouTube. Люди, естественно, выходили на митинги, много что произошло, но об этом более подробно я расскажу в ролике. Однако попытки блокировки информации или какой-то ее монополизации, мол, информацию теперь будем получать только от государства, они достаточно опасны. И важно понимать то, что текущая блокировка в Российской Федерации, конкретно Ютуба, она достаточно серьезна, потому что у нас есть большой пласт трафика русскоговорящих людей. Причем русскоговорящие люди, они не только в России, они есть и в Казахстане, в Украине, в Белоруссии, в Турции, в США. И этот пласт людей в основном потребляет контент от таких же русскоговорящих людей. И, возможно, вы скажете, мол, ну, можно же ведь обойти все эти блокировки с помощью VPN. Как бы сейчас и вправду каждый второй молодой или не очень человек уже установил почти всем своим родственникам, кто использует YouTube, VPN, чтобы им можно было пользоваться. Некоторые гении, конечно, установили VPN прямо в роутер. Я до сих пор не разобрался, как это делается, но это, правда, очень удивительно. Однако, обойти блокировки, конечно же, можно с помощью VPN, как и замедления. Но все же есть большой пласт достаточно взрослого населения, старшего поколения. То есть это люди примерно 50-60 лет, иногда даже 40, которые не знают, как использовать VPN, как использовать прокси-серверы, ведь они об этом всем слышат впервые. И во многом они не умеют пользоваться какими-то независимыми источниками информации. И таких людей, а именно старого поколения, в Российской Федерации много. И это опасно, ведь в текущий момент мы все с вами знаем, какие события происходят. Какие события затронули страну происхождения моего канала, а именно Украина. Какие события в том числе затронули и саму Россию. И сейчас в мире крайне неспокойно, и мы с вами сталкиваемся с различными военными конфликтами. Однако, помимо того, что у нас сейчас происходит цензурирование всего в реальной жизни, оно постепенно прокрадывается в интернет. И блокировка YouTube на территории Российской Федерации может послужить примером для других правых, авторитарных, каких-то, возможно, автократических режимов, которые могут взять в пример блокировку YouTube и тоже могут начать блокировать или замедлять тот же YouTube, или же какие-то социальные сети по типу того же Дискорда, Инстаграма или Телеграма, например. И при этом всем это достаточно опасно, потому что интернет на текущий момент превращается постепенно вот в то самое старое медиа пространство до интернета. Я в первой части своей ролика говорил то, что э, раньше у нас не было возможности как-то высказывать свое мнение относительно там, какой-то передачи, только там через письмо или обращаясь к телеканалам. И, в принципе, раньше средства коммуникации были не самые прогрессивные. Однако сейчас мы постепенно приходим к тому моменту, когда интернет из большой свободной площадки для самовыражения, выражения мнения, создания новых продуктов постепенно превращается вот в то самое зрелище, когда нам приходится какие-то новости получать по слухам или по сарафанному радио. Конечно, вы можете сказать, ну вот у нас есть VPN, у нас есть прокси-сервисы, мы-то как бы информацию будем получать. Но все же важно понимать то, что как и в РФ, так и в других странах большинство людей это люди старшего поколения, которые особенно сильно подвержены текущей пропаганде и которыми могут манипулировать с помощью этой пропаганды. И тем самым мы, скорее всего, с вами
должны как-то этому воспрепятствовать. Должны сделать, допустим, тот же VPN более доступным для старшего поколения. Сделать контент на тему тех же блокировок YouTube. Причем не только в России. Потому что я предполагаю, то, что блокировка YouTube может коснуться и другие страны тоже, которые последуют этому примеру. Мы должны говорить о вреде блокировок, о, опять же, вреде текущего положения вещей, когда, в принципе, любой ресурс могут заблокировать, чтобы продвинуть государственные. Да, привет, YouTube, ВКонтакте, который раньше был лучше, а сейчас непонятно во что превратился, и другим соцсетям. И нам необходимо доносить хотя бы до старшего поколения или в нашей среде информацию о том, что есть свободные средства связи и что переходить на государственные ресурсы может быть немного опасно. Конечно, это будет трудно и тяжело, но все же это донести стоит. И здесь я прорекламирую свой телеграм-канал. Да, подписывайтесь на него. Я там делаю анонсы своих видеороликов, высказываю свое мнение касаемо каких-то ситуаций и в целом много чего там говорю. Однако я прошу сейчас большое количество ютуберов, видеоблогеров сделать следующее. Первое. Пожалуйста, старайтесь публиковать видео на тему блокировки YouTube хотя бы с английскими субтитрами, чтобы люди из-за границы понимали то, что сейчас в русскоязычном сегменте происходит ограничение информации, которому нужно воспрепятствовать. И тем больше мы поднимем этот самый шум, тем, возможно, его особенно сильнее могут заметить со стороны Google. И Google, если начнет видеть то, что трафик падает не только из России, но и из других стран, тоже будет предпринимать какие-то меры или создавать какие-то альтернативные сервера или в целом делать что-то, чтобы делать свой сервис более доступным в странах, где он замедлен, в кавычках, или недоступен. Во-вторых, нам необходимо больше говорить на эту тему и объяснять о том, что блокируя все сайты, как бы просто оправдывая это тем, что это защита от экстремизма, мы блокируем не только те места на сайте, где у нас есть экстремизм, а мы блокируем вообще всю информацию. Да, как это было с Дискордом или как это, допустим, было с Инстаграмом. И нам необходимо это доносить. И третье, немаловажное, что я хочу сказать своим подписчикам, своим людям, пожалуйста, старайтесь смотреть, какую вы информацию потребляете. Проверяйте ваши новостные источники. И прошу, старайтесь делиться такими независимыми источниками с вашими родителями, какими-то вашими взрослыми друзьями или кем-то, с кем бы вы хотели ими поделиться. На этом все. Я, конечно, не смог прям полностью, возможно, как-то высказаться, как вы это ожидали. Однако, все-таки я постарался донести свою основную мысль, которую хотел донести в этом ролике. Всех благодарю, всем спасибо, всем пока и удачи нам в эти тяжелые цензурные времена. Большой брат возвращается.